Здравствуйте, друзья! Кто такие латышские стрелки? Стрелковые части, укомплектованные латышами. Они появились в составе русской императорской армии для удержания фронта у Риги и впоследствии сыграли большую роль в российской гражданской войне, сражаясь на стороне большевиков. Батальоны латышских стрелков создали в 1915 году приказом командующего Северо-Западным фронтом генерала Алексеева. Великое отступление русских войск под ударами германской армии тогда достигло берегов Даугавы. За ней была Рига, а следующим за Ригой крупным городом был уже столичный Петроград. Удержать эту позицию было крайне важно. Хотя в Российской империи не поощряли национальные движения, в тяжелой ситуации решили сделать ставку на национальные чувства латышей. Они были крайне злы на немцев из-за века господства в латвийских землях и за оккупацию южной их части – Курляндия-Курземе. В новых батальонах латышам разрешили использовать свой язык и национальную символику, только держите фронт. Эксперимент удался, латышские стрелковые части оказались умелыми, эффективными и стойкими. На это влияли и почти поголовная грамотность латышей, и национальная сплоченность вкупе с желанием защитить от немцев собственные земли. Общими усилиями русских и латышских частей фронт на Даугаве устоял. Но чем дольше тянулась война, тем больше латышские части воспринимали антивоенную пропаганду левых партий. Кроме того, они верили в немецкий заговор и измену при дворе, особенно после того, как понесли тяжелые потери в зимних боях 1916-17 годов. Однако из-за сложившейся национальной сплоченности антивоенные настроения не привели к их разложению как боевых подразделений, в отличие от большей части армии. К этому времени из-за высокой эффективности число латышских частей увеличились с нескольких батальонов до 2 бригад в составе 9 полков. Весной-летом 1917 года латышские стрелки стали формировать свои советы и все больше склонялись к поддержке большевиков. И по причине большого числа сочувствовавших коммунизму рижских рабочих, и из-за того, что большевики наиболее последовательно требовали прекращения войны, а также обещали национальной автономии. Во время Октябрьской революции стрелки уже блокировали части Временного правительства по запросу большевистского ЦК, чтобы те не вмешивались в события в Петрограде. К весне 1918 года русская императорская армия практически перестала существовать. Создаваемые на местах дружины красногвардейцев имели крайне низкую боеспособность. Латышские полки, остававшиеся сплоченными боевыми частями с большим военным опытом и дисциплиной и в то же время готовые выполнять приказы ЦК ВКПБ, стали самыми надежными частями на стороне большевиков в самое тяжелое для них время. Они сыграли ключевую роль в разгроме крайне опасного для ВКПБ восстания левых эсеров летом 1918 года. Идейная верность дополнялась высокой оплатой боевой работы. Из-за этого их иногда считают наемниками, что не вполне верно. Идейная мотивация была существенной. Но все же денежки латыши любили. В последующей гражданской войне латыши стали для большевиков неким аналогом цветных полков Белой армии Деникина. Элитные части, стойкие и боеспособные, которым можно доверить самые опасные и важные направления. В отличие от обычных частей красных и белых, у латышей не было шансов сдаться и перейти на сторону противника. Они редко отступали даже при тяжелых потерях. Однако их боевую славу омрачало участие в карательных акциях при подавлении антибольшевистских выступлений. Латышские части сыграли огромную роль в поражении сначала Колчака, затем Деникина, а также в штурме Перекопа. Как обернулась бы гражданская без участия латышей – вопрос дискуссионный. После войны многие командиры латышских стрелков остались в СССР и до чисток 30-х годов составляли одну из самых многочисленных и идейных групп в составе ВЧК ОГПУ. Однако большая часть стрелков вернулась в независимую Латвию. Там они стали поддерживать не местных коммунистов, а более умеренных социал-демократов. Автор статьи Алексей Костенков. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.